Привет! Представляли себе грузовик без кабины? Кажется чем-то из фантастических фильмов, но это уже реальность. Volvo Vera — это первый в своем роде полностью автономный грузовик, который не имеет привычного места для водителя. У него нет руля, педалей и даже привычной кабины. Это просто платформа на колесах с искусственным интеллектом. Vera предназначена для коротких и предсказуемых маршрутов. Например, доставки грузов между складом и портом. Она может работать в круглосуточном режиме, почти без остановок. Компьютер управляет всеми процессами и следит за безопасностью. Как? Камеры, радары и сенсоры, которые работают вместе, чтобы избегать аварий. Такой транспорт экономит топливо и сокращает выбросы в атмосферу. Он работает на электричестве и идеально подходит для городов будущего, где экологичность становится обязательной. Главное отличие от обычных грузовиков — это безопасность. Вера не устает, не отвлекается и не делает ошибок, связанных с человеческим фактором. Уже сейчас она тестируется на реальных маршрутах в Европе. Представьте, на дорогах будущего вместо длинных колонн с ревущими моторами будут ездить бесшумные автономные машины, которые общаются друг с другом через сеть. Теперь представьте автобус, который может ездить по дорогам, а потом взять и нырнуть в воду. Да, это не шутка. Гиб с Хумдингом — вот один из самых впечатляющих проектов, которые я видел. Это амфибия. Она может спокойно проехать по улице, а через минуту уже быть в реке или на озере. Инженеры Gibbs Technologies создали машину, которая сочетает в себе возможности автомобиля и катера. Ее корпус сделан из легких, но прочных материалов. Водитель буквально переключает режим, и автобус превращается в плавсредство. В воде он движется со скоростью почти 40 миль в час. Такие машины могут быть полезны в зонах, где дороги часто пересекаются с реками или в условиях наводнений. В реальной жизни Хамдинга уже используют для туризма и спасательных операций. Туристы в Сингапуре и Новой Зеландии с удовольствием катаются на этих амфибиях, а спасатели применяют их для доставки людей в труднодоступные зоны. Это не только впечатляющий транспорт, но и реальное решение для будущих городов. С его помощью можно сократить расходы на строительство мостов и другой инфраструктуры. А еще он выглядит невероятно стильно и футуристично. Tesla Semi — это грузовик, который буквально переворачивает представление о транспортировке грузов. Электромобиль от Tesla выделяется во всем. Во-первых, он полностью электрический. Это значит, что он не загрязняет воздух и почти не шумит. Semi способен проехать на одном заряде до 500 миль. Да, 500 миль без остановки. Для грузовика это невероятный результат. Кроме того, его батареи заряжаются быстрее, чем у большинства электромобилей. Всего за полчаса можно получить до 70% заряда. Особенно поражает дизайн. Кабина сделана с учетом всех потребностей водителя. Внутри, два больших дисплея, которые помогают следить за маршрутом и состоянием машины. Есть автопилот, который поддерживает движение по полосе, избегает столкновений и даже помогает экономить энергию. Но Tesla Semi не только экологичен, он еще и экономичен. Компания обещает, что эксплуатация этого грузовика обойдется на 20% дешевле, чем обычного дизельного. Это делает его настоящим выбором для компаний, которые заботятся о будущем. Когда речь заходит о будущих автобусах, невозможно не упомянуть Mercedes-Benz Future Bus. Это полуавтономный автобус, который уже сейчас используется в Европе. Он не просто выглядит как из фантастического фильма, он работает также впечатляюще. Внутри все создано для удобства пассажиров. Здесь широкие сиденья, мягкое освещение и даже зарядки для гаджетов. Двери открываются автоматически, когда автобус подъезжает к остановке. Но самое главное — это автономная система управления. Future Bus оснащен сенсорами, камерами и GPS. Он сам определяет свою скорость, соблюдает дистанцию до других машин и распознает дорожные знаки. Эта технология делает поездки безопаснее. Например, автобус реагирует на пешеходов быстрее, чем человек. Это особенно важно в больших городах, где движение насыщенное и хаотичное. Future Bus уже курсирует по маршрутам в Нидерландах. Пассажиры отмечают, что поездка на таком транспорте ощущается как путешествие в будущее. Nikola One — это грузовик, который работает на водороде. И это настоящий прорыв. Водородное топливо одно из самых экологичных. Оно не оставляет выбросов углекислого газа, только чистую воду. Этот грузовик может проехать более 1000 миль на одной заправке. 1000 миль. Это делает его идеальным для дальних перевозок. У него мощный двигатель, который тише дизельного, но при этом ничуть не уступает ему в тяге. Кабина Nikola One тоже впечатляет. Там есть кровать, телевизор и даже небольшой холодильник. Все сделано для комфорта водителя. Компания Nikola Motors считает, что водородный транспорт — это будущее. Уже сейчас она строит сеть заправок для таких машин по всему миру. Nikola One меняет правила игры. Если Tesla Semi — это революция в электротранспорте, то Nikola One — новый стандарт для дальних поездок. Когда слышишь о автобусах, вряд ли сразу думаешь о медицине. Но Торсус Преториан ломает этот стереотип. Этот внедорожный автобус предназначен для работы в экстремальных условиях, и одна из его главных функций —
помощь в спасательных операциях и медицинских миссиях. Торсус Praetorian — это настоящий монстр. Его проходимость удивляет. Он способен ехать по песку, грязи и даже через воду. Такая машина легко добирается в самые отдаленные уголки планеты. А теперь представьте, что внутри него находится полноценный мобильный медицинский центр. Внутри можно оборудовать места для первой помощи, перевозки раненых и даже небольшую операционную. Такие автобусы уже используются в некоторых странах для миссий в зонах стихийных бедствий. Например, они помогали в Африке, доставляя вакцины и медицинские материалы в труднодоступные районы. Удивительно, как одна машина может быть такой универсальной. Сегодня это школьный автобус в горах, завтра мобильный госпиталь. Это реальный пример того, как технологии делают наш мир лучше и безопаснее. Энергия Солнца — это будущее, которое наступает уже сегодня. Грузовик Sono Motors Scion тому подтверждение. Его главная особенность — солнечные панели, которые встроены прямо в корпус. Эти панели позволяют заряжать батареи во время движения или стоянки. Конечно, одной только солнечной энергии недостаточно, чтобы полностью заменить зарядку, но она помогает увеличить запас хода и экономить ресурсы. Этот грузовик идеально подходит для городских перевозок. Его электрический двигатель работает почти бесшумно, а выбросы нулевые. Представьте, сколько топлива можно сэкономить, если каждый грузовик будет хотя бы частично питаться от солнца. Sono Motors Scion пока находится на стадии тестирования, но компании, которые занимаются грузоперевозками, уже проявляют интерес. Этот проект — шаг к более экологичному и экономичному транспорту. Представьте колонну грузовиков, которые едут друг за другом по шоссе. Казалось бы, ничего необычного. Но что, если эти машины управляются как одно целое? Это и есть технология Peloton Technology. Умные автопоезда — это несколько грузовиков, которые синхронизированы через сеть. Первый грузовик задает маршрут, скорость и дистанцию. Остальные следуют за ним с минимальным расстоянием. Благодаря этому уменьшается расход топлива и повышается безопасность. Водители по-прежнему остаются в кабинах, но большая часть работы автоматизирована. Это позволяет избежать человеческих ошибок, таких как резкое торможение или неправильная смена полосы. Такие колонны уже тестируются на дорогах США и Европы. Экономия топлива может достигать до 10% на каждого участника автопоезда. Это впечатляющий результат, особенно для компаний, которые перевозят миллионы тонн грузов ежегодно. Электробусы Proterra Catalyst — это будущее городских перевозок. На одном заряде они могут проехать до 350 миль. Да, 350 миль. Для автобуса это невероятное достижение. Proterra Catalyst разработан с учетом всех потребностей современных городов. Он бесшумный, экологичный и невероятно эффективный. Его батареи заряжаются за считанные часы, а ресурс аккумуляторов рассчитан на многие годы эксплуатации. Компания Proterra уже поставляет свои автобусы в города по всему миру. Например, в Калифорнии такие машины используются для общественного транспорта. Местные жители отмечают, что поездки на них не только удобны, но и приятны из-за тишины и отсутствия выхлопных газов. Эти автобусы — прекрасный пример того, как транспорт может быть не только удобным, но и экологически чистым. Приятно осознавать, что такие проекты помогают сделать наши города лучше. Einride Pod — это автономный грузовик, который можно адаптировать под любые задачи. Он выглядит как футуристическая коробка на колесах, но его возможности поражают. Под может быть как небольшим грузовиком для доставки товаров, так и огромным транспортом для перевозки тяжелых грузов. Все зависит от того, какие модули вы используете. Его главное преимущество — это автономность. У Pod нет кабины, а управление осуществляется дистанционно или через встроенный искусственный интеллект. Он идеально подходит для закрытых зон, таких как заводы или порты, где нужно перемещать грузы на короткие расстояния. Компания Einride уже тестирует такие грузовики в Европе и США. Их использование помогает снизить затраты на перевозки и минимизировать вред окружающей среде. Водителю важно видеть все, что происходит на дороге. Именно поэтому Volvo FH Globetrotter делает революцию в безопасности благодаря своим прозрачным кабинам. Конечно, кабины не буквально прозрачные. Здесь речь идет об инновационных технологиях, которые создают эффект полного контроля над ситуацией. Система Volvo включает камеры, датчики и дисплеи. Они обеспечивают водителю панорамный обзор, включая слепые зоны. Например, когда грузовик поворачивает, система сразу показывает, что находится сзади и сбоку. Это снижает риск аварий. Внутри кабина устроена так, чтобы водитель чувствовал себя максимально комфортно. Эргономика, удобное кресло и все управление под рукой. Водитель меньше устает, а значит его реакция быстрее. Эти технологии уже применяются на дорогах Европы и показывают отличные результаты. Статистика говорит, что такие грузовики на треть реже попадают в аварии. И это только начало. Hyperloop — это не совсем грузовик, но его нельзя не упомянуть, когда речь заходит о будущем транспорта. Этот проект, разработанный Илоном Маском, предлагает заменить привычные грузовики на дальних маршрутах.
Хайперлупы — это капсулы, которые перемещаются внутри специальных труб со скоростью более 600 миль в час. Да, 600 миль. Такой транспорт может доставить груз быстрее, чем любой самолет, и гораздо дешевле. Капсулы движутся почти бесшумно, а вся система работает на электричестве. Это делает Hyperloop экологичным решением для перевозки товаров. Например, груз, который сейчас доставляют за сутки, может быть на месте всего за час. Первые тесты Hyperloop уже проведены, и результаты впечатляют. Если этот проект будет реализован в полную силу, он может полностью изменить рынок грузоперевозок. Вы когда-нибудь задумывались, как выглядят грузовики для Луны или Марса? Lunar Roving Vehicle — это один из таких прототипов. Эти машины создаются для эксплуатации в экстремальных условиях, где нет дорог, а иногда даже воздуха. Lunar Roving Vehicle был разработан для миссий на Луне. Его колеса адаптированы для движения по пыли и камням. Электрический двигатель работает даже при низких температурах и отсутствии кислорода. Сейчас инженеры разрабатывают похожие машины для будущих миссий на Марс. Например, компания Lockheed Martin работает над проектами, которые смогут перевозить грузы в условиях низкой гравитации и экстремальных температур. Эти разработки важны не только для космоса. Технологии, которые применяются в таких машинах, могут быть адаптированы для работы на Земле. Например, в условиях вечной мерзлоты или пустынь. Будущее транспорта — это не только новые машины, но и новые способы их ремонта. Project Amber — один из самых интересных проектов в этой области. Он предлагает использовать 3D-печать для создания и восстановления деталей прямо на месте. Представьте, что грузовик ломается в пути. Вместо того, чтобы ждать недели, пока придет нужная деталь, ее можно напечатать прямо на месте. Это не только экономит время, но и снижает расходы. Amber позволяет создавать детали с высокой точностью и минимальными затратами материалов. В некоторых случаях восстановленные детали даже прочнее оригинальных. Этот подход уже тестируется в Европе. В будущем он может стать стандартом для всех транспортных компаний. Это не только увеличит срок службы машин, но и снизит количество отходов. Arrival Van — это модульный грузовик, который можно собрать буквально за несколько часов. Его детали производятся на заводе и доставляются в готовом виде. Все, что нужно, это собрать их, как конструктор. Arrival Van работает на электричестве и предназначен для городских перевозок. Его модульная конструкция позволяет адаптировать машину под любые нужды. Сегодня он может быть фургоном для доставки, а завтра мобильным офисом или складом. Компания Arrival уже сотрудничает с крупными корпорациями, такими как UPS, чтобы внедрить эти машины в повседневную жизнь. Их простота и универсальность делают их отличным выбором для бизнеса. Эти грузовики не только транспорт, но и символ нового подхода к производству. Модульность, экологичность и удобство — это то, что нужно городам будущего. Говоря о грузовиках будущего, нельзя не затронуть тему легкового транспорта. Легковые автомобили будущего будут совсем не похожи на те, к которым мы привыкли сегодня. Они станут умными, экологичными и удобными. Одной из главных особенностей станет автономность. Уже сейчас разрабатываются технологии, которые позволяют машинам ездить без водителя. В будущем легковые автомобили смогут общаться между собой, чтобы избегать аварий и улучшать движение на дорогах. Машины, скорее всего, будут работать на электричестве, водороде или даже солнечной энергии. А значит, в городах станет настолько тихо, что, возможно, даже в центре города можно будет услышать пение птиц. Уже сегодня создаются автомобили с солнечными панелями на крыше, которые подзаряжают батареи прямо во время поездки. Ну и, конечно, комфорт. Внутри машины превратятся в места для отдыха или работы, с удобными креслами, экранами и другими гаджетами. Авто будут подстраиваться под привычки и желания владельца. Легковые и грузовые машины будущего имеют много общего. Они используют похожие технологии. Автопилот, экологичные двигатели, новые батареи и зарядные станции. Но есть и различия. Легковые машины больше сосредоточены на удобстве и внешнем виде, а грузовики — на дальности хода и перевозки грузов. Сегодня уже есть примеры машин будущего, например, концепты от Tesla, BMW или Hyperion. Эти разработки показывают, что впереди нас ждет эпоха умных, безопасных и экологичных автомобилей, которые сделают жизнь проще и комфортнее.